Что делать, если ты себя видишь, но на самом деле не готов увидеть? А потом начинаешь себя видеть, потом не готов себя принять, а потом начинаешь а, увиденное принимать, чтобы по-настоящему пробудиться. Вот такой начало видео. А, я хотела бы поговорить про матрицу судьбы. Я бы не сказала, что я так сильно в нем разбираюсь, но я в интернете посмотрела. Из-за того, что я рейки, а у учителей немножко вот есть способность к подключению информационного поля. И поэтому можно и получить достаточно информации, которая нам нужна. И учитывая то, что я еще и встретила человека, который это умеет, она тоже некоторую информацию мне дала. Это для меня очень была полезная информация. Но это было как бы кто-то открыл мне дверь, чтобы я смогла туда зайти. Но после того, как я уже зашла в эту тему, это, конечно же, уже было совсем по-другому, потому что то, что я уже искала, там те ответы, которые я искала, они были для меня совсем не те, что были мне сказаны, так скажем, от людей, которые в этом разбираются. Потому что каждый человек на самом деле сам знает, что ему надо, какие детали нужно увидеть. Или же это должен быть тот человек, который видит твою энергоструктуру, может глубоко посмотреть и посмотреть твои потребности, что тебе надо, что не надо, что у тебя сломалось, что у тебя работает, и каким тебя Бог создал, и что из этого можно сделать. Это прям такая, как операция открытого сердца, да, очень такая ответственная, но одновременно очень сложная, и очень нужно много деталей здесь учитывать. И несмотря на то, что я давно знала про это и в интернете просто так посмотрела, потом попросила, чтобы мне посмотрели, потом знакомая посмотрела, спасибо им всем, конечно. Но случайно, когда я просто вот пришло, что вот это я хочу еще раз посмотреть, потому что я несколько аркан увидела в Пинтересте, и опять я начала углубляться, потому что у меня был процесс того самопринятия, еще более глубокого, чем раньше. Потому что вот самопринятие это не про то, что сразу взял, принял все идеально, а именно про то, что постоянно есть какие-то изменения, и ты каждый раз все глубже, 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 глубже можешь принимать себя, потому что вот как бы принял и раскрылся, принял еще более раскрылся, принял и еще более раскрылся, еще сильнее и сильнее. И можно сказать, даже нету такого момента, что раскрылся, все глубже, пошел, понял, раскрылся, и все здорово, даже дальше некуда. Нет, мы расширяемся, как и наша Вселенная, расширяемся, расширяемся, и идем дальше, и можем, конечно же, еще более и сильнее это все чувствовать и реализовывать. Интересный момент в том, что например, по матрице у каждого свои какие-то арканы, какие-то карты. И для меня это было очень интересно и информативно, но я бы не сказала, что это было про меня, то, что я должна была прочувствовать, понять, принять и сказать, что да, это есть я, потому что это была карта башня, и, наверное, подсознательно она меня немножко пугала, и поэтому я как-то сильно на этом не зацикливалась, что да, это интересная тема, но на этом как бы останавливаемся. Я оттуда взяла только ту тему, что да, у меня творчество активное, мне нужно через творчество продолжать свою жизнь, и мне нужно быть в течение всей своей жизни и учеником, и учителем, то есть передавать знания, и мне с этим было комфортно, но более глубоко не очень-то хотелось это принимать детали некоторые.
Потому что иногда человеку больно принимать то, что есть, каким его создал Бог, потому что это то есть не как-то не сопоставляется с тем, о чем мы сами думаем, то, что мы сами планируем, или же то, что у нас создалось воображение на основе того, как мы были воспитаны, или же к чему стремились на протяжении всей своей жизни. Но сколько бы мы ни стремились, сколько бы мы ни хотели, все равно жизнь происходит сама так, как она считает правильной. И если ты несешь определенную энергетику, ты не можешь сказать, что это классно, супер, боженька, ты меня создал такой, но я решила там нести совсем другую энергетику, да, то есть с этим не поспоришь. И у каждого есть своя энергетика, твой как бы стиль существования и те вибрации, которые ты носишь. И также в матрице судьбы есть, конечно, с положительной точки зрения, если ты на плюсе, если ты на минус. Я очень интересные моменты наблюдала, что некоторые моменты, некоторые карты, арканы у меня в минусе. Это меня немного огорчило, потому что, стараясь изменить какие-то моменты в своей жизни, я просто ушла в минус. Потому что, меняя определенные вещи, мы даем как бы постоянный посыл о том, что я себе не нравлюсь, и поэтому мне нужно совсем что-то другое, и я начинаю менять себя. Если, конечно же, я не получаю тот результат, который я хочу, в итоге что получается? Если я не получаю тот результат, который я хочу, или я что-то не умею, у меня что-то не получается, или я какая-то не такая. То есть в обоих случаях это приводит к тому, что начинается или самокритика, или же ты не можешь просто собой наслаждаться в той мере, в какой хотелось бы. Но интересный момент, когда ты начинаешь понимать, какие карты на самом деле арканы у тебя, в чем их плюс, и какая ты становишься в плюсе, и в чем твоя жизнь. Да, немножко бывает сложно принять, то есть вот этот момент, когда ты думала об одном, у тебя совсем другое. Не все же приходят к этому с самого детства и прям открыл глаза, знаешь, ты такая, 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 можешь спокойно жить, потому что у тебя всю жизнь будет вот это. И я начала анализировать всю свою жизнь, все, что я проживала, все, что у меня получалось, не получалось, почему получалось, не получалось. На основе арканов я поняла, что да, достаточно у меня в жизни вот эти карты показывали себя. То есть и башня показывала себя, и фортуна показывала себя, и мир показывал себя, и иерофант, по-моему, у меня еще. Да, иерофант. Каждый из них достаточно себя показывал в стиле моего существования, но я как-то старалась их под себя подстроить. То есть как можно подстроить себя под себя, если ты и есть вот это все. И это, конечно, зависит от культуры, где ты рос, от учителей, от родителей, от друзей, от всех фильмов, которые ты смотришь, что в себя впитываешь и так далее, от травм, которые ты получил, от всех процессов, через которые ты проходил, но все равно в какой-то момент, если ты пришел к этому, спокойно можно опять разрешить себе выйти в плюс этих арканов и пробуждать в себе вот эти все нюансы, которые в тебе уже заложены. То есть ты можешь даже вообще ничего не делать, просто так сидеть. Все равно, если спокойно сидишь, то есть если сам по себе хаос не создаешь, сам по себе твоя энергетика, то есть из чего ты создан, для чего ты создан и каким ты создан, что ты несешь себе, какие вибрации несешь себе по факту своего существования и по факту того, когда, где ты родился, да, вот ты начинаешь просто проецировать эту энергию. Спокойно даже можно проецируя понимать, что ты, когда в этих вибрациях, ты эти же вибрации не только носишь в себе, ты и транслируешь на себя
и транслируешь на окружающих. И самое прекрасное максимум, что ты можешь сделать, это выйти в плюс этой энергетики, потому что если ты в плюсе, ты все равно будешь наслаждаться, потому что ты в глубине души есть потребность любить себя, и ты на самом деле ты любишь себя, потому что душа, если выбрала прийти сюда для определенных целей и в какой-то момент, в какой-то день с какими-то данными, значит, все нормально. Просто нужно наслаждаться. Могут, конечно, некоторые потребности заглушать тот потенциал, который ты мог бы или могла бы проецировать вовне, потому что все мы нуждаемся в любви, в заботе, в понимании, здравствуйте, или же в том, чтобы сказали молодец, или там хорошая девочка, хороший мальчик и так далее. Это все из-за того, что у нас есть потребности определенные. Мы можем иногда вот не замечать, как когда мы гоняемся за этим, мы теряем себя. А почему мы за этим гоняемся? Потому что мы развиваемся, раскрываемся только тогда, когда нас видят. У нас энергетика активируется, когда нас видят. Почему люди идут к каким-то учителям? Потому что учителя видят именно те части тебя, которые должны активироваться, то есть самое хорошее в тебе, которое должно пробудиться, или же нужно усилить, или нужно там что-то так скажем, развивать. И рядом с теми людьми, которые видят твои худшие качества, мы начинаем угасать. То, что в нас было, оно уже начинает угасать, и в нас не пробуждается то, что мы хотели бы проецировать в этот мир, и, конечно же, в основном мы падаем в минус всех своих арканов. В наших же силах, конечно, это вытащить в нужную сторону. Мы можем сами на себя тоже потратить энергию. Конечно, это сложнее, чем тот процесс, когда кто-то на нас смотрит в нужную, скажем, сторону нас и видит в нас самое хорошее, самое умелое, самое позитивное, что мы можем в себе, так скажем, пробудить, но редко кто может узнать лучше вас на самом деле, что внутри и что ты мог бы показать этому миру. И хотя бы на какой-то этап, в какое-то время, для какого-то промежутка времени нужно сам на себя вот смотреть в нужном направлении, в нужном контексте, чтобы пробудить это. И хотя бы вот когда какой-то процент пробужден, человек рядом или друзья рядом это могут видеть, спокойно уже можно как-то на это тоже опираться. Для этого существуют там, скажем, профессиональные, хорошие учителя по духовному росту, менторы, психологи, психотерапевты, коучи. У них у всех немножко разный профиль, но каждый в целом идет как бы поддержка на исцеление и на то, чтобы выйти из минусовой стороны в плюсовую. Но всегда надо обращать внимание, что этот человек должен быть по душе, должно быть комфортно. Не то, что сказали, он хороший, и лучше пойти к нему, даже если он мне что-то внутри не нравится. Человек, как бы тот человек, вы даже можете с ним поспорить. Вам даже может что-то не понравиться. Это нормально, потому что вы должны меняться, да? Вы должны посмотреть на другую сторону реальности, и разглядеть истину. Человек может сказать то, от чего вам очень даже некомфортно. Но главное, чтобы в душе вот внутри не было такого сужения, что как-то этот человек мне неприятен. Если человек приятен, можно с ним дальше развиваться тоже. Суть в чем этого видео? То, что мы должны, можем, если хотим, улучшить качество своей жизни, успокоиться и наслаждаться. Если вот мы хотим просто успокоиться, наслаждаться, очень помогает, конечно же, благодарность, но благодарность — это тоже путь
с которым вы к чему-то можете прийти. И вот к чему я хочу прийти. Вот там надо уже максимально понимать, из чего состою я, каким меня создал Бог, что Он положил в мое тесто, грубо говоря, да, то есть если хлеб состоит там из воды, из муки, из соли, там, не знаю, из чего еще, то есть, или ты, если торт там состоишь из чего-то еще, или же ты просто пельмешка, который, то есть у каждого свой состав. Насколько хорошо мы знаем свой состав, тем мы лучше понимаем, что из себя можем создать. В этот состав, конечно же, входят и установки с семьей, в какой мы семье родились. Опять же повторяю, на каких мультиках мы росли, с какими песнями мы росли. Но на душевном уровне, каким вот Бог с чем нас сюда отправил и вот пустил в мир, да, вот это можно, я думаю, достаточно увидеть через матрицу судьбы. И уже через это посмотреть, вот пришел человек с этим и прошел вот через такие ситуации, что из этого может выйти, каким я могу быть, что я мог бы проецировать в мир так, чтобы мне с этим было комфортно, и это было созвучно тому, каким я был создан. Потому что пока мы это не примем, нам от этого комфортно не будет. Мы постоянно начнем себя менять. И самое худшее, что есть в мире, это смотреть на себя глазами тех людей, после которых нам очень даже некомфортно. То есть это даже может быть мать, но если когда мы смотрим через ее глаза и мы сами себе не нравимся, это лучше не надо. Или же через глаза отца, то есть становишься внутри вот как папа и смотришь на себя, или там как сосед и смотришь на себя. Если ты себе не нравишься, ты не знаешь, что с этим человеком делать, и думаешь, что как-то нужно поменять, то лучше не надо смотреть. Эта критика, она не помогает расцветать, она помогает меняться, но она расцветать не помогает. Постарайтесь увидеть себя таким, каким создал вас Бог, с чем Он вас отправил в этот мир. Ну, Бог, мир, как хотите, можете на это смотреть. Или даже можете посмотреть, как случайность вас отправила в этот мир, то есть с чем. Не то, что для чего. Для чего это мы уже по жизни потом можем понять, для чего, разбираясь в себе, своих стремлениях сейчас, на основе своего опыта и всего того. Но посмотреть через то, каким я был создан. То есть если посмотреть сверху немножко, со стороны, не то что сверху, может с глубины, может с сердца, может где увидите Бога или Создателя, оттуда и смотрите, да. Для кого-то Он в небе, для кого-то Он в сердце, для кого-то Он везде. И вот через это видение посмотрите, как бы вас отправили с чем. Вы поймете, что вы искусство, вы творение, вы одно из самых красивых творений, что уже есть, и посмотреть, а что там есть такое, что может сверкать, и что я с этими знаниями, с этими условиями, которые у меня здесь и сейчас есть, помог бы, так скажем, еще больше сверкать тем плюсовым моментом этого человека. Помогите себе, помогите своему потенциалу, даже можете сказать, помогите жизни, чтобы он смог через вас раскрываться, расширяться еще более в лучшую сторону, еще более сильнее. Потому что жизнь, она раскрывается, расширяется через нас. Она познается через нас. И мы через себя пропускаем всю эту энергию. И мы можем посмотреть, что в нас есть, какие уникальные, вот, скажем, разные стороны в нас соединились. И вот это соединенное, проживая мой опыт, к
чему меня привело, что я могу сейчас проецировать. И вот там начинается ваша уникальность. Вы не такой, как все. Я не такая, как все. Никто не такой, как все. Конечно, есть люди, которые стараются вести себя, как все, или же ведут себя, как все, чтобы вот в это все не уходить, спокойно, стандартно жить. Они тоже имеют право так делать. И мы имеем право делать так, как мы считаем правильным, если хотим еще более сильнее ощутить жизнь, ощутить себя, ощутить творение и вот все это творчество, которое есть вокруг нас, потому что мы и есть творение, то, что мы каждый день создаем свои мгновения, свои дни, свои жизни, это такой фильм, это тоже наше творчество. Мы и режиссер своей жизни, мы и актеры своей жизни, и у нас есть свои роли, но все-таки здесь есть достаточно нашей роли в том, чтобы направлять и пробуждать. Но для этого нужно как бы понять, из чего состоит этот человек. И я думаю, что матрица судьбы достаточно в этом помогает, чтобы увидеть состав. И потом посмотреть, что я могу сделать с этим составом, учитывая свою жизнь. И у меня есть программа «Энергия и трансформация», которая помогает еще более сильнее раскрыть сердце, ощутить и улучшить качество жизни, повысить энергию. Вот не в смысле более энергичным стать, да, а более сверкающим, более в мире самим собой. И еще больше ощущать, что я живу, я есть, я благодарна. И в жизни бывают разные ситуации, но ситуации и есть сама жизнь. И я могу здесь играться и понимать, и осознавать, и творить, и так далее, и так далее. Давайте любить себя, любить свою жизнь и играть. Посмотрим, как у нас все получится. Удачи!